Куда мы уходим, когда засыпаем? Вопрос, который мучает человечество на протяжении всей его истории. На этом канале в рамках нашей информационно-архитектурной модели EIMR сознание человека не сводится к материи. Материя в этой схеме не первична. Нейробиология официально признала трудную проблему сознания. То есть сознание не выводится из нейронов головного мозга. А следовательно, любые модели имеют право на существование, пока не доказано обратное. То есть покуда вы не доказали, что сознание является лишь эпифеноменом, то есть побочным свойством материи, следовательно, любая архитектурная схема имеет место быть. Так вот, мы постулируем, что сознание — это не локальный, то есть не детектируемый никакими приборами внешний объект, который управляет вашим телом. Мы ввели термин, который называется квалия-оператор. Квалия означает субъективный опыт, оператор означает, что этот субъект управляет вашим телом. То есть, проще говоря, у вас есть душа, говоря простыми словами. Попытка описать даже сам протокол его связи с телом обречена на методологический провал. Следовательно, все, что мы можем здесь сделать, это вот примерно набросать общую схему. Каждый человек обладает генератором уникального ЭМ-ритма, то есть это сердце. Сердце генерирует самое мощное ритмическое ЭМ-поле в организме. Оно пронизывает вообще все его ткани и дает стабильную спектральную подпись в низкочастотном радиомикроволновом диапазоне. То есть вот эта подпись, вот этот ритм, он уникален как отпечаток пальца или как голос. То есть квалия-оператору в таком случае нужен какой-то ключ доступа к уникальному телу, которым он управляет. Это вот как раз должна быть многоуровневая резонансная система. И вот ключом сопряжения как раз-таки и является этот ЭМ-паттерн сердца, этот самый вероятный кандидат. То есть получается, что квалия-оператор как бы запутывается с телом. Теперь, а как проверить эту синхронизацию эмпирически? А есть случаи наблюдаемые, где человеку после трансплантации сердца, вот ему пересаживают чужое сердце, и он как будто начинает ощущать память другого человека, донора этого сердца. То есть мы в модели прямо постулируем, что это остаточный эффект от вот той прошлой запутанности, которая была между квалия-оператором и его интерфейсом до этого. И это строго по ИБЕ более логичное объяснение феномена, нежели чем то, что предлагает современная наука сейчас, потому что совершенно с необходимостью не выводится, почему человек, которому пересадили там ни мозг, ни воспоминания, ему пересадили просто орган другого человека, и он вдруг начинает получать информацию о том, какие были пристрастия, привычки этого человека, начинает есть какую-то другую еду. Это потому что он запутан с предыдущим квалиоператором. Но когда ритмы сердца стабилизируются, эта запутанность постепенно, со временем, через определенные там годы, все больше и больше и больше сходит на нет. Причем феномен обморока еще больше усиливает эту гипотезу, потому что когда человек падает в обморок, чаще всего вот это синкопе, у него просто черный экран, он ничего не помнит и просыпается уже, когда пришел в себя. Мы постулируем, что запутанность квалия-оператора и тела происходит через, в первую очередь, сердце. То есть покуда сердце работает, он остается запутанным с телом, но, учитывая то, что произошло повреждение мозга, он не может оперировать этим телом. И, следовательно, происходит вот этот разрыв. Ты ничего не помнишь, что было во время вот этого обморока, потому что твой мозг перестал функционировать рабочим образом. Однако сам квалия-оператор, само сознание, оно никуда не делось. Оно осталось запутанным вместе с телом. То есть запутанность с ЭМ-паттерном существует до того, пока сердце бьется. Мы все с вами знаем, что остановка сердца и небольшое окно после этой остановки является вот той точкой, когда человека уже не вернуть, когда человек умирает. Материалистическая парадигма не может объяснить этот феномен, не впадая в противоречие. То есть если сознание является просто эпифеноменом материи, то почему тогда оно не возникает постепенно, не затухает постепенно? Почему оно вообще работает бинарно? То есть у нас есть вот плюс и минус, включить, выключить. Есть сознание, нет сознания, обморок, бодрствование. То есть с большей вероятностью, если бы сознание вот именно возникало в нейронах, то оно бы и как-то постепенно затухало или проявлялось. Мы же видим больше вот такую бинарную схему, которая лучше описывается в терминах именно информационной архитектуры. И мы постулируем ключевую идею, что во время сна эта запутанность разрывается. То есть квалия-оператор, будучи синхронизированным, работающим через мозг, управляющим всем телом,
во время сна, когда вы засыпаете, у вас в совершенно другом режиме происходит течение времени, потому что этот квали-оператор, это мы постулируем в модели, атемпорален. То есть он на самом деле не принадлежит к материальному, вот нашему производному уровню. Он не залочен с этим временем. Как только у него происходит процесс десинхронизации с телом, он сразу же переходит в атемпоральный режим. Когда вы засыпаете, если это крепкий сон, если вы не помните сны, у вас полное ощущение, что прошла там пара секунд. Только вот вы уснули, и вы уже проснулись. Почему? Потому что время не является фундаментальным. И вот сам феномен воспоминаний на самом деле тоже подтверждает эту гипотезу. Сами воспоминания, они не содержат у вас, как правило, вот этого феномена длительности. То есть вы не помните, сколько длилось воспоминание. Вы помните ключевую эмоцию, вы помните, что произошло, как произошло, но вы не помните конкретно, ну, если вы там не просидели очень долго, и вот именно это раздражение вот и не было основной эмоцией, но в целом вы не оперируете именно концептами времени. Вы когда вспоминаете какие-то моменты, вы не думаете: «О, я провел там 15 минут или час», или так далее. Вы помните именно эмоции. Именно последовательность семантических узлов, не внутреннее ощущение времени. Указывает на то, что вот это имманентное время наше, это не фундаментальный параметр, это вот производный алгоритм. Квали-оператор, он по своей природе оперирует именно эмоциями и логикой, а не временными отрезками. То же самое и с феноменом дежавю. Происходит микрорассинхронизация оператора. Он как будто получает будущий временной поток из того, что еще не произошло. Но это не совсем глич, это рассинхронизация между интерфейсом и течением времени внутри системы на производном уровне. Сознание получает целый поток данных, интерпретирует его через прошлый шаблон уже пережитого опыта, который вот только наступил и объективно разворачивается перед глазами. То есть это микрорассинхронизация. Что вообще такое сон на самом деле, материалистическая парадигма объяснить не может. Почему во сне мы сохраняем вообще свою субъектность? Почему она там присутствует? Почему мы именно управляем сном, присутствуем во сне, действуем, совершаем какие-то поступки, выборы? Вот эта молниеносная смена декораций во сне, вот это нарушение законов физики, причудливые нарративы указывают не на деградацию сознания, а на как будто смену декораций, на переключение в другой режим обработки информации, потому что квали-оператор, он субъектен, то есть он мыслит, воспринимает информацию, ему просто нужен мозг, ему нужно тело для того, чтобы оперировать на полную мощность этими параметрами. А когда тело засыпает, мозг переходит как бы в режим сна, как на компьютере. Он работает на низких частотах. И мы постулируем в модели, что воспоминания хранятся вот не здесь, они хранятся как раз-таки там, у квали-оператора. И когда тело засыпает, эти воспоминания становятся вот тем базисом для ощущений, которые мы воспринимаем как сон. Но при этом туда еще и подключается воздействие внешней системы. То есть внешняя система подкачивает нам те воспоминания, которые не выводятся из нашего личного опыта. Это то, чего материалистическая парадигма объяснить не может. Почему во сне мы видим не только то, что пережили, а то, что объективно с нами не происходило, в том числе кошмары, или какие-то приятные воспоминания, или какие-то инсайты, почему мы можем получить информацию во сне, почему мы можем получить эврика. То есть в нашей модели это конкретное воздействие внешней системы. При этом внешняя система может как позитивно воздействовать на человека, это будут позитивные сны, позитивные воспоминания, также и энтропийные модули системы, продукты распада могут негативно действовать на человека. И более того, доводить до таких состояний, как, например, сонный паралич, когда вот это внешнее воздействие системы, которое, вот будучи, когда квали-оператор синхронизирован с телом, он полностью инкапсулирован от внешней системы, он видит только вот то, что ему дано увидеть архитектурно. Однако, когда происходит кошмар, он, будучи наполовину рассинхронизированным, видит энтропийные модули, внешнее воздействие и все вот эти вот страшные существа, он их может интерпретировать через призму культурного опыта, понятное дело, то есть кто-то там видит одно, кто-то другое, но сам факт, что это вот какая-то внешняя сила, которая села тебе на грудь и не дает телу действовать, вот инвариативное ядро этих воспоминаний
ну, если бы оно было не объективным, его бы просто не существовало. Каждый человек видел бы разные сны во время сонного паралича, а у них есть вот это инвариативное ядро. Значит, воздействие системы объективно. Его просто трактуют через культурный опыт по-разному в воспоминаниях о прошедшем сам человек, квалиоператор. Но при этом происходит это, когда квалиоператор рассинхронизирован. То есть он запутан с сердцем, он не выходит куда-то из комнаты, он локализуется ровно в этой точке, где происходит кошмар, он видит себя со стороны. Вот этот феномен, так называемый ОБЕ, Out of Body Experience, его так и описывают люди. То есть они локализуются в какой-то точке, в палате, где-то рядом, и видят себя со стороны, а потом синхронизируются обратно, потому что их запутанность с телом все равно никуда не пропадает, она просто временно сбоит. Вот. А сны, которые, ну, нейтральные, это вот просто сны от личного опыта. То есть вот тот опыт переживаний, который есть у квалиоператора, который он как бы перетасовывает, на которых он работает, потому что у него вот включен, понимаете, имплицитно в нем уже заложен вот этот процесс познания. Почему дети рождаются как дети-почемучки? Потому что на архитектурном уровне система уже установила в них вот эту необходимость познания ответа на вопросы: почему деревья качаются, почему ветер дует, кто создал это, кто создал то. И даже во сне этот процесс в той или иной степени продолжается. Однако тела нет, реально там проводить эксперименты, наблюдать, читать что-то, возможности нету, но есть вот этот пул, банк воспоминаний, которые и переливаются во сне, и в итоге порождают вот этот, ну, так называемое нейтральное сновидение. То есть нейтральное сновидение — это там, где нет никакого внешнего воздействия. Кошмар — это воздействие энтропийных модулей системы, и позитивные сны а-ля эврика или какие-то невероятно очень приятные эмоции — это вот конкретно позитивное воздействие самого высшего уровня системы. Есть же и феномен NDE, Near Death Experience. Значит, он очень часто замалчивается в материалистической парадигме, он считается маргинальным, о нем не говорят. Почему? Потому что сам факт его существования опровергает материализм как таковой, то есть там сознание существует вне тела. Эти все случаи, они являются верифицированными. То есть человек долго лежит, вдруг начинает бодрствовать и вдруг начинает видеть каких-то приходящих к нему проводников. Причем это инвариативно повторяется во всех культурах по всему земному шару. То есть он видит каких-то незнакомых людей, которые пришли за ним провожать его. Он иногда об этом рассказывает, иногда об этом не рассказывает. А потом сам процесс вот этого перехода, он либо является кошмаром, то есть человек борется, человек не хочет уходить, ему страшно, он в ужасе, либо это происходит достаточно легко, и дальше вот это инвариативное ядро про переход на другие уровни архитектуры, тоннель и так далее. То есть оно уже указывает на то, что мы имеем дело с архитектурой за пределами нашего уровня, иначе бы инвариативного ядра просто не было. Люди бы просто элементарно рассказывали совершенно разные вещи, или, если бы материализм был истинный, не рассказывали бы ничего вообще. Они говорили бы, что это пустота и темнота. Многие люди на самом деле так и не фиксируют никаких переживаний, не говорят о том, что они были, но и мы все не всегда помним свои сны. То есть говорить о том, что человек не имел никакого НДЕ, некорректно, потому что он может не помнить то НДЕ, которое видел. Точно так же, как большинство наших снов мы просто не помним. Согласно материализму же, мы вообще не должны иметь такого явления, как НДЕ. Вот эта вариация кошмар или добрый уход, теплый, у нас в ИАМР трактуется как сталкивание человека с его финальным статусом в системе. То есть он понимает, что он приобрел в течение жизни, и либо это его очень сильно пугает, и он не хочет мириться с этим, либо он это принимает как должное и вот потом описывает все эти ощущения, как будто возвращается домой. Но есть еще и страшное состояние промежуточное, комы, когда человек, квалиоператор, может застрять на каких-то уровнях архитектуры. То есть что происходит при коме? Причем есть два варианта, один страшнее другого. Либо человек локализуется рядом с телом, все видит, что происходит, слышит, что ему говорят люди, и потом, пока его тело не придет в себя, потому что у него была там длительная остановка сердца, чем длиннее, продолжительнее эта остановка сердца, тем больше вероятность того, что он впадет в кому. И, как правило, те, кто возвращаются, живут какое-то время, может быть, некоторые годы,
но все равно потом уходят. Так вот, те из них, которые локализовались в комнате, говорят о том, что это было просто невыносимо. Ты видишь сам себя, но не можешь пошевелить пальцами, тело не можешь ответить ничего своим близким. А те, кто перешли на вышестоящие уровни архитектуры, рассказывают уже, ну, такие истории, которые невозможно проверить научным методом. То есть они рассказывают о садах, в которых они пребывали, людях, с которыми они общались, и называют причем это место домом, вот то, где они были, а вот это возвращение в свое тело после комы называют временным пребыванием здесь, на Земле. Ну вот, давайте объективно, как бы это же существует, ну, мы не придумали всего этого. Это объективные эмпирические данные, поэтому это является конкретными свидетельствами существования вышестоящей архитектуры. Таким образом, вот вся эта схема указывает на то, что квали-оператор является внешним объектом, который невозможно описать в терминах физики или химии. Фальсифицируемым предсказанием является то, что мы так и не сможем полностью открыть для себя природу этого явления. То есть оно от нас архитектурно скрыто. Мы постулируем, что его невозможно скопировать, его невозможно переписать, запутать с другим телом. То есть все проекты цифрового бессмертия, на которые сейчас тратятся миллионы долларов, они все провалятся, если наша архитектурная схема верна. Ну и, в общем-то, основное из этого выпуска про трудную проблему сознания, что можно сказать? Ну, то, что да, я понимаю, 150 лет материалистической парадигмы окончательно вас убедили в том, что после смерти ничего не будет, однако это утверждение невозможно проверить. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Следовательно, если материалист постулирует, что после смерти ничего не будет, это не является научным фактом. Мы же в нашей EMR постулируем, что после смерти квали-оператор переходит на другой уровень интерфейса, где ожидает фазы вот этого финального расчета. То есть он пребывает вне своего тела, но когда произойдет расчет по результату того, что он приобрел в этой жизни, он получит новое тело, новую связку синхронизации. Это уже выводится из текстов, с которыми мы работаем. В частности, очень подробно вся эта структура описана в исламском семиотическом корпусе, который вы очень любите, я знаю. Раз там уже постулируется вся эта схема, сам факт того, что она сегодня, 1500 лет спустя, не опровергнута наукой, сам факт того, что мы сейчас не решили трудную проблему сознания, не вывели его из мозга, имеем все вот эти эмпирические данные о НДЕ, о выходе из тела, о проводниках, они ровно так, эти данные и описаны в исламском семиотическом корпусе. Описано, что человека аккуратно извлекают специальные, делегированные для этого ангелы, модули, которые поднимают его по вышестоящим уровням архитектуры, которые и могут быть выражены вот через этот туннель. Поэтому, ну, задайтесь вопросом, если эти данные не опровергаются, может, они и являются правдой. Мы признаем, да, что, конечно, квали-оператор — это наиболее такой, наименее фальсифицируемый, наиболее приблизительный, наверное, участок всей модели, потому что здесь мы уже говорим о вещах инкапсулированного уровня. Нам очень сложно эти вещи проверять, детектировать, но мы видим их конкретные следствия в мире. Поэтому большое спасибо, что вы смотрите эти видео, поддерживаете на Бусти. Исследование ведется независимо, нет никаких грантов, потому что все вот это считается маргинальным в современной материалистической парадигме. Вот почему в вопросе трудной проблемы сознания она стоит на месте и не может его решить. Ждите следующих видео, будем дальше заниматься наукой. Спасибо.